Всем привет! Это вводный эпизод моего видеоблога. Меня зовут Евгений Гекало, я живу в городе Сочи, и я хочу профессионально заниматься автоспортом. Под словами «профессионально заниматься» я не подразумеваю то, что я хочу ходить в гоночном комбинезоне, окруженный менеджерами, и раздавать автографы. Мне просто нравится заниматься машинами, я люблю строить их, люблю ездить на них. И я хочу делать это настолько хорошо, насколько это вообще в принципе возможно. Я люблю ездить по горным дорогам, которых у нас в Сочи предостаточно. Мне доставляет это огромное удовольствие. Но также мне хочется посоперничать с такими же, как и я. Такие люди есть, и наиболее увлеченные занимаются тем, что ездят в официальные соревнования. Поэтому я ставлю перед собой такую цель в них поучаствовать. Наиболее интересная дисциплина, на мой взгляд, это дрифт и тайм-атак. Доработки машины практически там не регламентируются, ограничения касаются только безопасности. А требования навыков пилотов ехать на пределе колоссальные. Мне нравится это слово «колоссальный». Сразу хочется отметить, что я простой парень, у меня нет никаких сверхресурсов, не считая только, может быть, большого, огромного желания. Я долго искал подходящий автомобиль, скорее даже кузов, в пределах 150 тысяч рублей. Помимо наличия заднего привода, и готовых решений по тюнингу, были еще несколько критериев. Во-первых, автомобиль должен быть на документах, иметь левый руль, и у него должен был быть двухдверный кузов, то есть не седан. Больше всего под этим критерием подходила BMW в 36-м кузове. 30-й кузов я не рассматривал, потому что он довольно старый и у него слишком короткая база. Однако существовала еще одна машина, которая подходила по всем этим условиям. Это Nissan 200SX в кузове S13. Но с учетом того, что это очень редкая и, так сказать, востребованная машина, с таким бюджетом я ее найти даже не мечтал. Но так вышло, что на Авито мне попалась именно такая машина. Авто стояло 3 года в Смоленске, даже не заводилось. Вооружившись мануалом, отверткой, я рискнул и отправился за ней. Оказалось, что на выпускном распредвале на 2 зуба перескочил ремень. Прямо во дворе я выставил метки, и машина завелась. Кое-как на ней добрался я до Москвы, где спустя 2 дня погрузил ее на поезд РЖД и сам этим же поездом отправился в Сочи. Как оказалось, помимо тотальной коррозии, у машины были проблемы с лонжеронами. После ДТП их не выровняли до конца, осталась гармошка, которая вдобавок еще и покрылась ржавчиной. Я подошел к делу основательно, приобрел себе половинку от 180SX и с помощью пневмолобзика и свердла для точной сварки начал удалять лишние детали вначале от донора, а затем и от машины. В сложных местах, где не мог подлезть сверлом, швы приходилось выгрызать шарошкой. Таким образом, у меня получилось 2 целостных куска, которые осталось вставить друг друга и затем сварить. В общей сложности работы по свапу лонжеронов заняли уйму времени, но зато теперь у меня наконец есть прочный кузов для моего проекта. Beauty queen of only 18 had some trouble with herself. He was always there to help her, always belonged to someone else. I drove for miles and miles and wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day out on the corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile, ask her if she wants to stay a while, and she will be loved. Yes, she will be loved. Yes, she will. Но это еще не все. Стройка стройкой, но нужно заниматься тренировками. И сегодня мы отправимся на наш первый спот – Кейп. Естественно, так его никто не называет. И естественно… Именно что это гоночная трасса. Не дорога общего пользования, а сделана как дорога общего пользования. То есть точное повторение вот этих японских тогу, но специально для дрифтеров. Угу.
Вся конфигурация это 6 поворотов общей протяженностью чуть более 200 метров с равномерным уклоном примерно в 10%. Ширина дороги около 8 метров, а если вы захотите выйти за ее пределы, рельсы безопасности и скальные породы дружелюбно примут вас в свои объятия. И теперь я познакомлю вас со своей тренировочной машиной, она же моя машина на каждый день. Это ВАЗ-2107 2008 года выпуска. Из тюнинга в ней установлено спортивное сиденье, задний стабилизатор, пружины минус 30 и передние вентилируемые тормоза двенашки. Все остальное сток. Здесь обычный 8-клапанный инжекторный мотор 1.6, открытый дифференциал, тросиковый ручник, сток, рычаги, кулаки, обычный руль. Нет никакого электроусилителя, ксенона, тонировки в круг и прочих незаменимых на дороге вещей. Все читерство кроется в задних колесах. Установлено плюс 4 см разварки и скользкая резина Amtel, накачанная на 3 бара. Передняя ось обута в 0,48 адваны из-за их низкого профиля и неплохого держака по мокрому. Естественно, такой сетап едет боком только в дождь. И, естественно, это все очень серьезно усложняет жизнь водителю. Но так как автомобиль тренировочный, мы не будем относить это к недостаткам, а лучше посмотрим на то, как все это едет.